Привет! Сегодня мы расскажем о том, как почувствовать себя миллионером в Канаде, о том, чем занимаются канадские студенты в университетах Лиги Плюща, и побудем детективами в канадской лаборатории, где разрабатывают новую вакцину от ковида. Ни для кого уже давно не новость, что недвижимость одна из самых обсуждаемых тем в Канаде, а за ее ценой следят не меньше, чем за прогнозом погоды. Посмотрим и мы на график цены среднего жилья в районе Большого Торонто. За последние 30 лет цены на недвижимость просто взлетели, а в 2021 году посреди эпидемии ковида была взята планка в $1 миллион. Многие собственники жилья смогли ощутить на себе, что значит быть миллионером. В этом году пока никто не объявил, но я скажу, мало кто верит, что средняя цена в январе-феврале не окажется ниже миллиона. Достаточно посмотреть на график в масштабе 2022 года. Тут и мощный взлет, и не менее впечатляющее падение. Онлайн-ресурс Zola показывает цены с минимальной задержкой, но со сноской, что данные могут уточняться. Сейчас там цифры 1 миллион ровно. Но учитывая нисходящий тренд и то, что Центральный банк Канады опять на прошлой неделе поднял ставку рефинансирования, а с ней и ипотечная ставка поднялась на 0,25% и теперь составляет 6,7%. Все это указывает на пробитие уровня в миллион и дальнейшее движение цен на недвижимость вниз. Наверняка вы уже слышали про нейросети, то рисующие фантастические инопланетные пейзажи, то жутковатые изображения людей с 6-7 пальцами и разными глазами. А вот канадец, 22-летний студент из Принстонского университета, еще пару лет назад заинтересовался возможностями искусственных интеллектов, генерящих тексты. И когда в конце ноября прошлого года в широкое пользование вышла одна из таких нейросетей, ChatGPT, он с энтузиазмом взялся ее опробовать с друзьями. И тут внезапно оказалось, что этот искусственный интеллект пишет стихи лучше него самого. Задавшись вопросом, а возможно ли будет отличить эссе, написанное студентом, от аналогичного, но авторства машины, наш герой за время зимних каникул написал приложение, которое должно отличать тексты, написанные человеком, от машины. Свое приложение он опубликовал 3 января, и оно неожиданно получило грандиозный успех. Сам автор ожидал, что интересующихся наберется едва ли десятка 2-3, но уже не менее 300 тысяч человек опробовала разоблачающий ап, а на Твиттере просмотры перевалили аж за 7 миллионов. Мало того, преподаватели захотели такую же программу для проверки студенческих статей и записались в лист ожидания в количестве 33 тысяч человек. Скажете, преподаватели зря беспокоятся? А вот CNN отрапортовала, что этот самый чат GPT уже сдал выпускные экзамены в 2 вузах США на общих основаниях. И если по юриспруденции нейросеть получила хоть и 3, но проходную, то с экзаменом по управлению бизнесом справилась почти на твердую 4. Так что самое интересное впереди. А во многих университетах США и Канады использование чат GPT уже запретили. В конце концов, вы же наверняка предпочтете лечиться у доктора, который учился сам, а не только использовал бот. Ждем развития событий. Уже не новость и эпидемия ковида. Ковид с нами 3 года, и наивно считать, что эпидемия отступила. Вот так выглядит график госпитализации в госпиталях Оттавы. В среднем на сегодняшний день в 3 раза меньше пиковых значений. И, к счастью, на ИВЛ уже год как единичные случаи попадают. В первую очередь благодаря вакцинам. Канада тоже разрабатывает свою вакцину от ковида. На прошлой неделе было объявлено о переходе ко второй фазе клинических испытаний вакцины, разработанной в Макмастер университете. Тут группа ученых изобрела вакцину, которую надо вдыхать, прививка ингаляцией. Нет уже РНК и векторов, а старые добрые белки и пептиды, что позволяет надеяться на более легкую переносимость и уменьшение побочных эффектов. На университетском веб-сайте можно отследить историю изобретения. Ингаляция как прививка разрабатывалась уже более 8 лет. Изначально ее разрабатывали для туберкулеза и гриппа. Но вышло так, что для ковида она хорошо сработала. Меня, как человека всю жизнь работающего в разных лабораториях, привлекла фотография ученого-изобретателя. Дело в том, что для рекламных проспектов часто снимают актеров, и съемку проводят в искусственных декорациях, ну или в лабораториях, в которых никто не работает. Давайте поиграем в детективов и посмотрим повнимательнее. Первое. Ученый знает, как держать пипетку и плашку. Видно, что работал с ними сам. Халат застегнут и по размеру. Скорее всего, это его собственный халат.
В мусорках видны отработанные пластиковые носы пипетки. А оборудование, здесь только Vortex, это мешалка такая, подключена в розетку. Пипетки правильно хранятся, а этикетка на них говорит, что для пипеток проводят калибровку. Все по-серьезному. Из замечаний. Ученый не надел перчатки. Скорее всего, набор для анализа взял для фотографии и вряд ли сам работает в лаборатории рутинно каждый день. 90% труда ученого в кабинете со статьями и бумагами. К лаборатории можно немножко попридираться. На заднем плане бумаги на столе, а в идеале на рабочей поверхности бумаг быть не должно. В крайнем случае листочек с протоколом анализа. Баллон газовый не закреплен, а стоит на тележке. С одной стороны, нарушение техники безопасности, а с другой еще одно доказательство, что лаборатории рабочие, газы расходуют и баллоны приходится менять. Холодильник на заднем плане надо бы перебрать и разморозить. А то вон, воду пеленками собирают под дверкой. Позорище. Зато горючие реактивы в металлическом шкафу. Зачет от пожарных. Как вывод, лаборатория настоящая, а товарищ в кадре не посторонний. Ну а мы пожелаем успеха в клинических испытаниях. Уж очень хочется убрать побочки. Надоело отлеживаться после вакцинации и бустеров. Good luck. И о погоде. Ровно в середине января в Канаде наблюдали погодную аномалию. Температура в городе Сент-Джонс, столице Ньюфаундленда, это морская провинция Канады, а также самая восточная точка Северной Америки и самая близкая к Европе. Так вот, температура там оказалась на 20 градусов выше климатической нормы и достигла плюс 14 градусов Цельсия. В то же время полоса холодного воздуха добралась аж до Флориды, и там температура упала ниже плюс 14. И несколько часов, вроде бы 4. В Канаде было теплее, чем любое место в США. Такие массы холодного воздуха вызывают обильные снегопады. Вот и сегодня у нас в Онтарио снежный шторм. Так называют снегопад. Но народ в Канаде к снегу привычен и даже развлекается забавной рекламой парковки около отеля. На этом все. До новых встреч. Увидимся! До свидания. Маленький.